Внимание, шериф не шутит. Комментируют только подписчики. Остальные наблюдают. Добро пожаловать на канал Юлия Фиеста. Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Сегодня я подготовила несколько интересных, на мой взгляд, сюжетов. От экономики и дронов в Финляндии до эпического позора военных в Испании. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с хорошей новости. Экономика Финляндии выросла на 0,9% в первом квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый сильный квартальный рост с 2021 года. Речь идет всего лишь об одном квартале, но для Финляндии это очень важный сигнал после почти 20 слабых лет и фактической стагнации экономики. И на этом фоне государственная экспортно-кредитная компания «Финвера» провела вебинар о будущем финской экономики. Разговор получился не про оптимистическое будущее, а про довольно жесткую диагностику текущего состояния. В дискуссии участвовали главный экономист Финвера Маури Котамяки, а также представители двух ведущих аналитических центров страны Этла и Ситра Jenni Päkkönen и Matti Paavonen. Главный тезис вебинара звучал так. Проблема Финляндии сегодня не только мировые кризисы и геополитика. Главная проблема – отсутствие устойчивого экономического роста внутри самой страны. По словам экспертов, финская политика слишком зациклена на сокращениях расходов, дефиците бюджета и госдолге. Экономисты говорят об этом довольно прямо. Матти Паавонен заявил, сокращение – это не слишком впечатляющее видение. А главная проблема, по его словам, вообще не в сокращениях как таковых. Tuossa myös se, että kun meidän ongelma on se, että talouskasvu tyssäsi 18 vuotta sitten. Eihän me silloin niin kuin kulut lähtenyt mitenkään niin kuin voimakkaaseen kasvuun, vaan tulot vaan supistu, kun talouskasvu tyssäsi. Ja sit sen takia, että talouskasvu tyssäsi, niin meillä on sopeutuksia edessä. Ei sen takia, että sopeutukset jotenkin loisi talouskasvua. Ja niin kuin hirveän usein, kun puhutaan Suomen talouden ongelmista, niin mennään saman tien niihin julkisen talouden sopeutustarpeeseen, jotta me saataisiin tämä tasapainoa. Mutta se varsinainen ongelma on se, että talous ei ole kasvanut. При этом давление на бюджет продолжает расти. Население стареет, увеличиваются расходы на пенсии и здравоохранение. Дополнительно выросли расходы на обслуживание госдолга и оборону. И здесь возникает главный вопрос. Где брать рост? Эксперты называют несколько ключевых факторов. Это инвестиции бизнеса, доступность квалифицированной рабочей силы и предсказуемая экономическая политика. Именно здесь у Финляндии возникают сложности. Без роста экономики ни один из инструментов не работает в полную силу. Ни сокращение, ни миграция, ни точечные стимулы. Бизнес осторожничает, компании откладывают инвестиции из-за слабого спроса и неопределенности. И в итоге разговор снова упирается в главный вопрос. Есть ли у Финляндии долгосрочная стратегия роста? Или страна продолжит жить в режиме постоянных сокращений и попыток точечно подкрутить экономику? Судя по дискуссии, сами экономисты пока не видят четкого ответа. Финское правительство не собирается открывать восточную границу. Оно предлагает продлить действие так называемого закона о границе, временной меры, которая позволяет приостанавливать прием заявлений на убежище непосредственно на границе в случае организованного миграционного давления. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что ситуация в сфере безопасности не изменилась, а значит, Финляндии необходимо сохранить действующие меры. По его словам, речь идет прежде всего о защите национальной безопасности и контроле восточной границы. Министерка внутренних дел Мари Рантанен уже проводит консультации с парламентскими партиями. Осенью вопрос о продлении закона должен поступить на рассмотрение парламента. Но закон является исключительным, и для его продления требуется поддержка 5/6 депутатов. Значит, правительству нужны голоса не только коалиции, но и части оппозиции. При принятии закона летом 2024 года против выступили все депутаты «Зеленых» и Союза левых сил, часть социал-демократов, а также депутат Эва Биауде от РКП, Шведской народной партии.
Дебаты тогда были крайне жесткими. Одни говорили о необходимости защиты государства, другие – о правах человека и международных обязательствах Финляндии. Примечательно, что почти за 2 года закон ни разу не применялся на практике. Восточная граница остается закрытой, однако сам механизм экстренного ограничения подачи прошений об убежище пока ни разу не использовался. Финляндия вновь возвращается к знакомой дилемме, где проходит граница между безопасностью государства и правом человека на убежище. Мурзик, ставь лайк. Вот так, молодец. Вот уже неделю в Финляндии разбирают последствия тревоги из-за угрозы дрона. Министр обороны Анtti Häkkänen, министр внутренних дел Мари Рантанен и генеральный директор спасательных служб Киммо Кохвака страстно защищают действия властей. Все хорошо и точка. Однако их уверения, что все было сделано правильно, не совпадают с восприятием граждан. Предупреждение было слишком общим и недостаточно точным. Людям было трудно понять, где именно находится угроза, насколько она реальна в их конкретном регионе. В результате часть населения получила сигнал об опасности, но не получила четких инструкций, что же делать. Власти говорят: оставайтесь дома. Работодатель говорит: жду в офисе. Работник чешет затылок и думает: если я выберу безопасность, заплатит ли мне шеф за этот день или мне придется питаться Святым Духом. Общество оказалось в ситуации, когда спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Государство переложило ответственность на плечи граждан. Мол, вы у нас сознательные, сами интерпретируйте наши туманные рекомендации. Сейчас Центр обеспечения безопасности снабжения Huoltovarmuuskeskus судорожно готовит новые инструкции. Выясняется, какие отрасли должны работать даже при массированном налете дронов, а кто может законно остаться дома. До сих пор мы обсуждали дроны, которые залетали к нам условно, случайно. А если представить, что Финляндия подвергнется целенаправленному гибридному воздействию, копеечный дрон и финское общество само себя парализует от страха и бюрократии. Выключить экономику страны одним щелчком пальцев – лучший подарок для любого агрессора. Политики любят хвастаться системой готовности к экстренным ситуациям, но на поверку оказалось, что готовность в основном на бумаге. Это мы видели во время пандемии COVID-19, видим мы это и сейчас с системой экстренного информирования. В кризисный момент те же самые лица в министерских креслах разводят руками. Хотели как лучше. Больничный округ ХУС не стал дожидаться указаний сверху и подготовил свои инструкции на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом в следующем сюжете. Больничный округ Хельсинки и Uusimaa ХУШ ужесточил внутренние правила на случай чрезвычайных ситуаций, включая угрозу беспилотников. Согласно новым инструкциям, невыход на работу без уведомления будет считаться прогулом и может привести к потере зарплаты. Опоздания сотрудников также будут фиксироваться как минус в рабочем времени. В ХУС поясняют, что подход основан на рекомендациях организаций, представляющих работодателей КОТЕ и ЭКО. Поводом для разработки документа стала ситуация 15 мая, когда в Uusimaa объявили предупреждение о возможной угрозе в воздухе и жителям рекомендовали оставаться в помещениях. Несмотря на это, большинство сотрудников больниц вышло на смены в обычном режиме. В случае подобных инцидентов работникам теперь необходимо заранее согласовывать отсутствие с руководителем и оформлять его как отпуск или неоплачиваемый выходной. При этом приоритетом остается безопасность пациентов, а при необходимости может вводиться режим экстренной работы. В ХУС признают, что ситуация остается сложной и продолжают дорабатывать окончательный регламент, который должен закрепить единые правила действий в кризисных условиях. Я уже рассказывала в одном из своих видео, как в 2022 году папаша бежал из России в Финляндию и вывез 2 несовершеннолетних детей без согласия их матери. В 2023 году Верховный суд Финляндии постановил вернуть детей матери в Россию. Кто не видел, смотрите видео по ссылке в описании. Отец детей обжаловал решение финского суда в ЕСПЧ. ЕСПЧ постановил, что Финляндия не нарушила в данном деле Европейскую конвенцию о правах человека. Но дети возражали против возвращения в Россию, и Европейский суд посчитал, что старший ребенок может сформировать самостоятельное мнение по этому вопросу.
Теперь дело будет передано на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ. Насколько я понимаю, младший ребенок уже возвращен матери. Ну и на пасашок заглянем к союзникам по НАТО. В солнечную Испанию. Там случился досадный конфуз. Во время военно-морских учений Флотекс-26 злоумышленники похитили у военных 3 полужесткие лодки. Вместе с ними пропали 11 специальных гидрокостюмов стоимостью около 1800 евро каждый, системы слежения и тактическое оборудование. По сообщениям прессы, морпехи оставили лодки замаскированными на берегу, как того требует протокол учения, а после возвращения обнаружили пропажу. Учения Флотекс-26 считаются главными ежегодными маневрами ВМС Испании и проходили в акватории Кадисского залива и Гибралтарского пролива. В операции были задействованы различные подразделения флота и морской пехоты. По информации испанских СМИ, военное руководство Испании крайне недовольно произошедшим. Расследованием занимается Гвардия Сивиль, однако официального заявления от Минобороны Испании пока нет. Местные СМИ отмечают, что похищенные лодки могут быть использованы для снабжения нарколодок в районе Гибралтарского пролива, одного из главных маршрутов наркотрафика в Южной Испании. Об этом сообщили испанские издания со ссылкой на источники в военных кругах. В испанской прессе это уже подают как символ того, насколько уверенно чувствуют себя наркосети в районе Гибралтарского пролива. История вызвала большой резонанс в Испании, потому что выглядит крайне позорной для армии. Во время главных военно-морских учений страны кто-то умыкнул технику с пляжа. Ведь Испания – это полноправный и крайне важный член НАТО. Любые крупные маневры Мадрида проводятся по стандартам Альянса. Лодки, которые так бесславно сменили владельцев, тактическое оборудование и гидрокостюмы – все это часть коллективного оборонного потенциала, который в случае кризиса должен работать как единый механизм. Акватория, где развернулась эта драма, не просто курортная зона, это южный фланг НАТО. Гибралтар – это бутылочное горлышко, через которое контролируется вход в Средиземное море. Безопасность здесь – это безопасность всего блока. И когда на главных маневрах ключевой страны региона местный криминалитет демонстрирует абсолютное тактическое превосходство над регулярной армией, это бьет по репутации не только Мадрида, но и всей оборонной концепции южных рубежей Альянса. Испанские СМИ, включая авторитетные аналитические издания, подчеркивают: позор локальный, а эхо международное. Официальный Мадрид молчит, потому что партнерам по блоку сейчас очень сложно объяснить, как элитная морская пехота планирует защищать стратегический пролив от условного противника, если она не смогла защитить собственные плавсредства от вполне конкретных контрабандистов. Ну а на этом, дорогие друзья, у меня все. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.